Вот мы уже и в Бергамо. У нас есть классные проездные по всей Ломбардии. Ну, потрясающе. Балдежно. Видели ли вы что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь прекраснее, чем Италия? У нас прям реально романтик. Монца. Монца. Запомни, Оля, Монца. В этот город мы прибыли. Варенна, Эссино, Берлетто. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не перестану снимать. Такие домики, они прям такие разноцветные. Мы на пароме. Где мы? А вы в Швейцарии. Этот парк просто невероятный. Но увидели часть Кракова. Мы в Милане. Мы в Вероне. Но вот этого я вообще не ожидала. Вот мы уже и в Бергамо. Или Бергамо, как правильно сказать. Во многих языках называют Бергамо, но мы Я называю стараемся Бергамо. по-локальному. Как хочу, так и называю. Если можно и так, и так. За нами, ну, просто потрясающие виды. Мы уже обошли, ну, так, прилично обошли. И Прилично проехали, потому да. что у нас есть классные проездные по всей Ломбардии. Ну, подробнее, может, в другой раз. Файни элегантские просто. Так потрясающе иметь балдежные проездные, когда ты понимаешь, что ты... А мы как раз и планируем объездить несколько городов. И так можно офигенски, что у региональные нас есть, да. поезда, весь общественный транспорт по Фуникулер. всему региону. Вот сейчас на фуникулере получается, по проездному проехали. Это так офигенски. Проехали на автобусе до того места, куда нам нужно. Знаете, мы как будто сберегли силы для того, чтобы увидеть самое интересное. Например, не вот как раньше мы могли от вокзала и до какой-то достопримечательности мы шли пешком, а сейчас мы спокойненько сели. Ну, мы уже давно так делаем, но благодаря проездным экономим свои силы, чтобы потом уже в красивом каком-то балдежном месте, достопримечательности, классно потусить, походить. И вот как раз мы натусились, находились и пришли покушать. Саша нашел какое-то тоже одно из хороших мест с хорошими оценками. Куда уже лучше? Это уже вообще куда лучше. Кто посмел поставить какую-то плохую оценку, ребят? Кто-то один конкурент. Я даже не буду говорить, в каком месте, в каком виде это находится, потому что, тут без комментариев. И так все понятно, что место потрясающее. То есть они себе оторвали местечко, конечно, суперское. И там еще вот такой вид. Я готова визжать от восторга, потому что, нет комментариев просто. Зеленая травка, горы, погода хорошая, тепленькая. Дальше ступеньки. Еще такое каменное. Я не знаю, Италия — это одно из самых красивых мест на Земле. Оно в любом проявлении, в любом городе. Вообще. Мы еще не были в Риме, ребят, но говорят, что в Риме тоже. Мы еще много где не были. Во Флоренции. Да. В самых известных мы не были. Вы не Венеции. были. Только в Венеции. Посмотрите, какое у нас небо классно, хотя передавали дождь, но посмотрим. Мы ждали свою пиццу минут 20. 30. Если не 30. Я сделала даже видео, быстренько смонтировала, даже голосовуху записала, чтобы озвучить это видео в ТикТок и, наверное, даже в шортс. Я еще пока не закинула, но мы закину. Но, ребят, мы не об этом хотим поговорить. Мы хотим вам показать пицца, которая 4,9 оценка. И вот первое Файни элегантское открытие. И первое я, конечно же, хотела с креветками. Сашка, поможешь мне? С креветками. Вы видели когда-нибудь что-то прекраснее, чем эту пиццу? Там еще мясо, но его не очень видно. Морепродуктами. Да, Боже. вообще. Вообще у нас план перепробовать все пиццы в Италии. Мы решили, что не будем себе ни в чем отказывать. А вторую? Вторая поскромнее, но пахнет. Но это бергамаска, раз уж мы в Бергамо. Да. Сашка говорит, давай бергамаска, потому что мы в Бергамо. Начнем давай. сверху. Да. Надо руки мыть. Мы, кстати, никогда не едим грязными руками. Спасибо нашему другу Виталию, и Саше. Саша всю жизнь мне говорит, ты идиот. Не то, что я бы их не мыла никогда, но все равно, знаете, когда на природе, она как-то меньше всего думаешь о том, что надо помыть руки. Но Сашка всегда... Такой вид. Да. Еще плюс. Но Сашка всегда берет с собой антисептик. Включаем. Да.
Мы с Сашкой забрались на самый высокий ярус города. И тут вид, ну, потрясающий, балдежно. Так красиво тук-тук едет. Мы тут остановились, как истуканы смотрим, потому что очень красиво. И можно еще выше даже по ступенечкам забраться. Ну вот скажите мне, пожалуйста, ребята, видели ли вы что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь прекраснее, чем Италия? Ну я не представляю, у меня нет слов. Насколько же это красиво, балдежнейший вид, горы, зелень, виллы эти на горах, а этот дом. В таком домике бы и я пожила. Слышишь, как они стучат тарелками в этом доме? У них, наверное, сейчас же обед. Да, уже конец. Или уже конец обеда. Уже готов к Короче, ужину. уже, наверное, да, готовят ужин. Не знаю, видно вам или нет, тут уже видно, как самолет взлетает. Кстати, скорее всего, Ryanair. Ну, Выглядит так, как будто аэропорт Ryanair. сразу Да. пришел. Ну, Так близко. да. Хотя реально. Ну, мы же где-то здесь и прилетели сами. Тут других аэропортов нет. Ну и что вы скажете, что это не счастливчики люди, которые живут в этих домах? Тут еще такой вид. Можно покушать в ванне элегантском. С таким-то видом. Вообще просто территория как на ладони. Такая красота. Это, знаете, вот я считаю, если вы соскучились по красивым видам, и просто вот чтобы ваши глаза воодушевились, чтобы вы просто, не знаю, романтично провели время парочкой или прикольно с подружками, то это обязательно Италия. Согласен со мной, Сашок? Согласен. Не, ну это вообще классно. У нас прям реально романтик. У нас каждый день романтик, а в Италии-то уж какой романтик. Сашка купили попробовать такое пирожное, как Валентина. Это такое чисто брюкское... Ой, брюкское. Я уже сегодня в брюге. Бергамская сладость. Ну, не знаю. Очень сладкая. И вот эта верхняя, она такая твердоватая. И такие большие куски сахара. Ну, так-то неплохо. Прикольный вкус, да? Ну, не ужасно. Ну. Интересно. Но я не чувствую кукурузную муку. Как бы там должна быть кукурузная мука. Ну, наверное, должна. Вот это Я ее не желтое. чувствую, да? Ну, какая-то Ну, вот лимонная. оно как-то, да, вот слоями такое. Тесто какое-то яичное, я такое Ореховая думаю. начинка. Вот это, наверное, тесто такое яичное, Да. бисквит. Но в целом неплохо. Мы заселились уже, знаете, сколько? Уже 9, уже 10 час. Ну, просто мы очень долго гуляли в Бергамо. Потом мы пока приехали на автобусе в город, где мы живем, а город называется как? Монца. Монца. Запомни, Оля, Монца. Ну, кто интересуется гонками, знакомое название, я думаю. Но я не интересуюсь гонками. Ну, неважно. И мы еще добирались сюда с Бергамо на автобусе. И на поезде мы проехали, ну там как метро, не знаю, ну поезд такой, Ну, одну просто остановку, пригород. да. И потом еще зашли в магазин, потому что у нас нет ничего поесть. Мы никуда не пошли есть, а хотелось в магазине, потому что у нас в Италии есть наш любимый напиток, это песко. Мы его обожаем, это такой чай сладкий. И просто хотелось какое-нибудь мяско, нарезки. Ну, мы сейчас покажем. Мы сейчас покажем, что мы купили. Сыра хотели. Ну, короче, такое, знаете, хотелось сесть, ягоды каких-нибудь. Ну, типа сесть и помыться, расслабиться и поесть нормально. Вот такое у нас было желание. И вот мы заселились, сейчас вам покажу, где мы живем. Будем жить в ближайшие 4 дня. Следующие у нас планы вообще потрясающие. Нас завтра ждет озеро Кома вообще. И каких-то 2 классных города. Сашка сказала, какие-то элитные, специально для нас, богатые, элитные. Випы отдыхают, как говорится, в элитных местах. Сашка, ты расскажешь, сколько стоит номер? Он огромный, посмотрите, огромный. Прям так сказала, как так это по-деревенски как-то огромный. Ну, реально огромная комната, плюс, я не знаю, ну, матрас, как в Америке, такой высокий. А, ты заметил?
У нас есть... Я такое не люблю. Сашка. В грязных вещах ночью кровать. И это все не Фанни Лиханская. Можешь вот сюда сесть. Не, проверь. Сашка, Вроде проверь. удобно. Потом у нас есть компьютерный стол, нет компьютера. У нас есть сейф, но у нас нету холодильника. Ну, в принципе, мы на него не рассчитывали. Такой вот шкафчик. Вообще так много места. Вообще класс. Тут зеркало в полный рост. Тут Сашка. Коридорчик. Вот мы сейчас покажем продукты, которые купили. Это то, как мы обычно приехали. Наш обычный стандартовый багаж. 2 рюкзачка. О, я же вам не показывала свои новые кроссовки. Зацените New Balance 1906. Они вообще такие удобные. New Balance top of the top. Еще вот тут есть такая N-ка. Видно? И тут такая N-ка. Блин, я в них хожу уже, наверное, недели 2. С первого раза, как я ее надела, я поняла, что это лучшая обувь ever. Ну и ванная. Быстро вам покажу ванную. Это что, Саш? 2 стаканчика. 2 стаканчика дали зубы чистить. Спасибо. Тут я не знаю, что это. Надо разбираться. Мыло. Тут как-то, знаете, вот это вот неприятно. Это клей, я вот чувствую клей. Унитаз. Вау! Но это итальянцы. У итальянцев всегда биде есть. Блин, нет, мне так нравится биде. Это ж так удобно. Есть там мыло, есть туалетная бумага. Ну и, как обычно, душ с полотенцем. Ну, полотенце тоже. Короче, класс, мне нравится тебе. Добротно. Добротно вообще. Мы не привередливые. Ну, есть пару моментиков, которые Да. были бы идеальны, но это все-таки Ну, 3 звезды. 3 звезды, ребят. Ну, типа стол какой-то. Сколько стоил, ты полноценный. говорил? 70 там с небольшим евро ночь. Угу. Но это уже с городскими сборами. Я бронировал на сайте, где это все сразу в стоимости. Потому что часто бывает, что заселяешься и доплачиваешь за каждую ночь там 2 евро с человека. Мы еще так будем доплачивать, наверное, в каком-то из В отелей. следующем отеле. Ну, здесь было все уже заранее, все сборы, туристический налог, вот это все. А знаешь, что мы не спросили про Wi-Fi? Я сейчас думаю. Да, наверное, просто работа. А, просто работает. Это честь. А то что-то я забыла, думаю, мы не спросили. Ну ладно. Ну вот, Сашка все сказал, что он забронировал на таком специальнейшем сайте. Специальнейшем. Где не нужно платить, где уже налог включен. Поэтому... А, нет, давай покажем, что мы купили. Быстренько. Давай, Сашок. Доставать? Да, доставай, начинай. Тут освещение, конечно, такое не очень. Дребезя, 800 грамм самых вкусных печенек итальянских. Таралучи. Ну, вот это Молина Бьянка. Ну, вы знаете, 800 грамм. Скидка была нереальнейшая. Потом еще и на это вот скидка была. Мы решили взять на утро со жирюнкой. Это вроде дороже или нет? Или это... Столько же стоит, сколько и 800. Не, Посмотри по чеку. Либо 1,5, либо 2,5. А это 2. Может. Вот это 2. Да. Евро с чем-то. 95. Угу. Помидоры. Помидоринки взяли. Мы любим черри пожрунки. Черри. О, Чтобы черри было Чтобы черри, да? вдвойне вкуснее. такой сыр. Пармезан в косточках. Ой, в кусочках. Кефир. Слушайте, кефир вот с такими разными вкусами. Там было очень много вкусов. Я подумала, что хочу, ну, вот этот, короче, гранат с малиной. Хочу попробовать. Есть подозрение, что кефир будет вкуснее, чем йогурт мой. Там реально столько... Ну, я не люблю йогурт. Вот, ну, я ненавижу йогурт. Но кефир буду. О, Сашка взял себе вот такое какое-то вино. Аргентинское. Аргентинское. И главное, Потому что... Был, короче, вот такой открывашка. Да. Ой, ой. Чек, вот мы заплатили за все. Если кому-то интересно, вот 55 евро. Следующий пакет. Там в основном мясо будет. Наверное. Мы купили вот такое какое-то вкусное мясо. Ну, посмотрите, как оно выглядит. Как парашюта. Парашюта котта. Ну, это типа Только, вареное. да, Парашют. только вареное, да. Потом мы увидели бризал, была скидка, вот так 2 упаковочки. Такого бризала взяли. Потому что не выдержали. Тут нарезка, но я уже не буду открывать, там Салями солями. Милана, ну это классика. Это И мы самое знаем, что это вкусное. вкусно, потому что мы это ели. И второе самое вкусное. второе- Вторая классика. Это моцарелла. Мартаделла. Ой, мартаделла.
Это мартаделла. Ребята, мы уже ели это не один раз в Италии и знаем, что это вкусно, поэтому взяли. Вот и хотелось ягодки. Раздавили, может, по пути. Ну, ничего страшного. И такие вот ягодки взяли. Они тоже были на скидке. Как раз мы завтра хотим взять с собой, знаете, ягодок, этих помидорчиков. Но мы же не остановились на одной, потому что была такая скидка классная. Мы взяли две. Одну, просто одну пожрунка тут, а вторую с собой возьмем. Саша говорит, это тащить. Ну, я понимаю, я согласна, это таскать, это пол-рюкзака занимает. Но... Я до сих пор... Саша, я сама не очень рада, потому что, это 800 грамм, представляете, лишних. Но, да, Тася, уже не первый раз. Тем более мы прилетаем в Лодзь, поэтому не так страшно. Так взяли вот такой какой-то сыр на пробу, он такой немножко мягкий. Но интересно, он стоил... За килограмм 22 евро, вот кусочек 4,40 стоит. Немало, конечно. И... Пацаны пармезана. Пацаны пармезана. Получается, да. Но может он тоже вкусный. Да? В Италии вообще прикольно пробовать разные сыры. Как и во Франции, неважно. И вот такие две лепешки. Сашка захотела с мясом. Я не очень люблю. И песко мое разрекламированное. Ребят, я не знаю, самый дешевый напиток в Италии, я его так обожаю, господи. Именно вот песко, вот это Сан Бенедетто, наверное. Ой, я не знаю, что может быть вкуснее. Я просто не представляю, я не видела ничего вкуснее в Италии, чем вот этот чай. Всем привет, второй день. Мы в первом классе, мы говорили, что мы VIP. У меня так губа заела, видишь? Мы же говорили, что мы VIP. Едем в первом классе в поезде. Куда едем, Серега? Ты составлял план? Там, говорит, Лухари город. Это еще не самый, но... Интересно, очень интересно посмотреть. Так что мы в пути сели специально возле окошка. Сашка говорит, самые красивые виды слева будет. Мы сели слева. Вот, как вы понимаете, это какой-то супер класс. На самом деле, по нашим проездным можно садиться в первый класс. Мы подумали, почему? Но на самом деле тут такие хорошие поезда, что тут везде как будто первый класс. Да. Едем. Посмотрите, с какими видами мы едем. Закончился вид. В этот город мы прибыли. Варена, Эссино, Перледо. Посмотрите, я не знаю, я влюбилась в этот вокзал. Он такой маленький-маленький, какой-то из, не знаю, какого-то фильма, знаете. Как будто тут должны снимать фильм. А дальше, вот там, получается, скала, и мы ехали под скалой, вот в этой дырочке. Вообще офигенски. Балдеж! А обратная сторона, ох. Это Италия. В такой Италии мы еще не были, Сашка. В таком красивом месте мы не были. Насладитесь кусочком Италии, как говорится. Холодно, пипец. Да? Прохладно. Прохладно, но красиво. Спасибо, что нету дождя. Пусть будет ветер, но не дождь. Мы счастливы, мы всем довольны, мы не жалуемся. Просто говорю, что на улице очень холодно. Я, например, иду вот в капюшоне, и чтобы вы понимали, у меня кофта серая, такая теплая кофта, гольфик, и внутри еще майка. Ребята, но тут с двух сторон какая-то сказка. Так все красиво, как вот домики прекрасно вписанные в природу, да? Как тут не холодно, тут такой ветер. Но и с второй стороны, как вы понимаете, нет слов. У нас еще есть план банан, мы еще на трамвайчике, речном трамвайчике, да, поплывем. Ай-яй-яй-яй, как красиво. А где, трамвай? А, вон. Да. Тут два. Офигеть. Я уже хочу. Блин, так красиво, боже. Не хочу ничего говорить. Просто
Я буду монтировать, или Сашка пересматривать это и вообще не верить своим глазам. Это, наверное, одно из самых красивых, что мы видели. Я не перестану снимать сегодня. Это тут вот смотровая площадка, веранда, не знаю, как это называется. Она такая красивая. Просто посмотрите, как вот они ухаживают аккуратно за клумбочками. Так все миленько. И так волны так бьются об стенку. И вода чистая-чистая. Камушки видны. Но еще мы на немножко другой смотровой площадке. И мне кажется, это еще красивее, чем мы что-то видели до этого. Такие домики, они прям такие разноцветные, такие милые. И они встроены вот в скалу. И озеро Кова. Блин, офигенно. Так, мы были на набережной, теперь в городе. Ну, такая деревушка. Так, вот внутри этого городка. Вот это ресторан. Ой, не ресторан. Вот это отель. Тут такой вид на гору. Там внизу вот видно набережная. Мы на пароме. Паром стоит 4,60 на одного человека евро. Я считаю, что недорого. Это аренда до Беладжа. На любой паром, если секретарь 15 минут, 20 минут, у нас еще 38 минут. Не знаю, я думаю, вот правильно мы сделали. Ну, смотрите, на самом-самом верху. И получается, тут никого нет, потому что ветрено, холодно. Но мне просто кажется, тут больше увидеть можно, лучше. Такую красоту. Ну, еще людей, смотрите, как много. То есть вот такая очередь. Еще, может, займут. Ну, конечно, ну, мне пока не холодно. Сколько ехать? 20 минут? 38. Этот паром, он дольше плывет. Наверное, 20 или 30, Сашка сказала. Классно вообще. Такая красота. Вот тут Беладжа. Вот тут, конечно, последняя. Теперь мы приехали на автобусе по серпантину. Приехали в город Кома. Тут уже, наверное, и озеро само закончилось. Ну, так по карте выглядело. Тоже очень красивый город. Сейчас тут еще час, ну, где-то 1,5-2 часа погуляем. И поедем обратно в Монцу, ну, на поезде. Как выразился Сашка, это афиг. Мы настолько высоко, я даже не знаю. Написано где-нибудь какая-нибудь информация? Это вот все, что можно увидеть с высоты этой. Просто тут, мне кажется, реально Милан можно увидеть. Но мы так высоко еще никогда не было. Уши закладывают просто катастрофически. Смотрите, какая вилла роскошная. Мы тут зашли в самый популярный косметический магазин Кика Милана. И у меня было пару хотелок. Бальзам для губ. Я хотела его в 01 оттенке, такой нежно-розовый, увлажняющий, классный. Это стик. В самом популярном 201 оттенке скульптор для лица. И самые офигенские, их так много цветов, блеск для губ. Я выбрала в 22 оттенке. Короче, берем. Не знаю, ну такой вот шопинг. Все, что я хотела, нашла. Мы вчера заказывали пакет, и там были вот такие вот листочки вкусные. Мы их тоже купили. Купили сегодня, потому что тоже планируем заказать пакет. Мяско купили и будем вот кушать. Потом купили вот из красных апельсинов такой сок. Сашка купила себе какое-то вот такое пиво, наверное, какое-то немецкое. Наконец-то добрались до горгонзолы. Я обожаю все сыры, которые с плесенью. Ну, не все. Многие сыры с плесенью я очень люблю. А горгонзола мне нравится. Но он такой, знаете, очень соленый сыр, но с помидорками, вот с каким-нибудь хлебушком. Мне очень вкусно. Короче, я люблю такие сыры. Тем более мне хотелось, вот, чтобы она была прям такая, знаете, мягкая, как крем. Лаваш взяли. И вот еще целый пакет всего, что мы набрали. Сейчас покажу. И тут 3 вида мяса. Тут панчетта 200 грамм. Вот стоимость за 200 грамм 5 евро. Дальше у нас прошутто. За 200 грамм тоже 5 евро. Ну, мы все по 200 грамм брали. И вот это какой-то спек. Кампиджло
4 евро. Выглядит это все настолько аппетитно, ребзя. Что у нас здесь еще? Это мы купили конфетки такие. Потом конфетки вот такие. Это классные такие какие-то желейные конфетки. И 2 упаковки. Ага! 2 упаковки черри. Потому что, ну, нам вкусно. Они такие сладенькие, подходят к мяску. Просто, знаете, в прикуску пожирюнькать, так вот с собой на обед взять. Мы вчера, когда катались по озеру Кома, объезжали все вот эти городки, нам так было вкусно. Брали с собой такие помидорки, и было потрясающе. Мы сидели на таком, с таким красивым видом, на такой классной лавочке, и вот это все кушали. Господи, я сама себе завидовала, было очень вкусно. И помидорки были вообще потрясающе вкусно. Мы взяли поэтому 2 упаковки, и вот взяли такой киндер. Ну, на перекуску печеньки. Не знаю, ну, интересно было просто попробовать. Их тут 10 штучек. И они в индивидуальной упаковке, их классно с собой тоже брать. И мы еще тут кучу дней будем. Поэтому нам классно с собой брать. Мы такой вот с собой берем. Вот 2-я упаковка помидорок. Вот и все. И за это мы отдали 31 евро. Всем привет! Где мы? А мы в Швейцарии. Но на самом деле этот город возле Италии, он называется Лугано. Доехать можно за час от нашего местоположения. И за много евро. Блин, вы вообще думали, что это будет намного дешевле? В 2 раза. Получается, мы по нашему проездному доехали до Швейцарии. Приграничного города Кьяссо. А оттуда купили билеты до Лугано. Ну, как бы я смотрел заранее, когда планировал, на сайте написано. От 5 франков, 5,20. Ну, я думал, ну, просто во 2 класс 5,20. Все, ну. А потом уже на моменте покупки надо указать, есть ли дискаунт-карта какая-то швейцарская. А если ее нет, то умножай на 2. Вот То мы есть умножили. Проехать там 2-3 швейцарских города полчаса. 10-11 евро с человека. Короче, мы туда-обратно 40 евро отдали. Отдали уже, да. Ну, дорого, но зато... Ну, это Швейцария, Сашка. Тут уже даже доехать дорого. Вот то, что сейчас перед нашими глазами, там горы и такое озеро огромное. Но мы сверху это уже все видели, но вот идем туда уже поближе. Но очень красиво. Немножко есть такие итальянские оттенки. Ну, здесь этот кантон Тичино, он итало-говорящий, поэтому... Ну да, тут и язык. Почти все итальянское. Но все такое, знаете, современное вместе с итальянской классикой, вот так вот. Я имею в виду про, по городу, вот то, что мы наблюдаем, по домам, очень красиво. Кто-то вон траву косит. Тоже вот видно. Только что мы видели такие современные постройки, а тут вот уже такое вот итальянского стиля. Ну, красота и только. Мы дошли до самого, наверное, до самой-самой достопримечательности этого города, озера. И за мной такие красивые виды. Классно, да? Да. Холодно? Да, холодно. Но Ну, дождя нет. главное, нет дождя. Мы с Сашей можем все перетерпеть, но дождь это уже выше наших сил. Не выйти из отеля. Мы вчера сидели весь день в отеле, потому что был прям сильный такой дождь. Ну, даже не выйдешь. Но мы были только в торговом центре и домой пошли. Ну что, вы готовы? Думаю, уже готовы. Ну чё? Ну как? Вау! Ну красота, да? Офигеть. Просто в горах город. Без слов. Вот, пожалуйста, швейцарский банк. Швейцарский Макдональдс. Очень красиво, да, Сашка? Но он небольшой город. Мы уже почти его и прошли. И вон еще с той стороны тоже в горах город. Не, ну потрясающе. Этот парк просто невероятный.
Сколько красивых клумб посадили, все так цветет. Такое здание. На фоне горы, На конечно. фоне горы, да. Тут еще так, ну не Швейцария, но тут везде горы. И классно, что вот тут такие зеленые, а сзади заснеженные. Вообще. Да, вот там дальше заснежено. Вот здесь. Наверное, вам не очень видно. Но нам все видно, ребят. Очень все видно. Если не видно, приезжайте сами. Приезжайте сами Маршрут, увидите. ну, от Милана легко добраться. Да, можно Милана, можно в этом городе. Как там? Забой. Ну, Монца. Монца. Ну, Монца это проезд из Милана в Швейцарию. На Монце есть одна проблема, которая нас удивила. По выходным автобусы ходят до 8 вечера. Ну, по будням они тоже не супер классно ходят. И Ну, часто, до 8 но- вечера это вообще камон. Ну, да. Ну. В воскресенье вообще был ужас. Мы Да, нам надо было так подрасчитать, чтобы успеть на автобус. Думаешь, в субботу на последний только, или предпоследний успели? Нет, на последний. Просто мы не рассчитывали, что там так редко ходят автобусы. Ну, ничего страшного. Если что, там можно было пешком. Там как бы не прямо такая катастрофа, если бы не успели. Там 20 минут до отеля нашего. Посмотрите, даже вот просто красиво съемку делать, Сашка. Мгм. Мы хотим присесть вот на те лавочки и покайфовать. Если бы еще был чай, ребята, вообще бы было хорошо. Хотя и так хорошо. На 10 баллов и так. Мы тут дико извиняемся, но увидели часть Кракова, и нам почему-то кажется, что это один в один. Ну, в Кракове есть точно такая же скульптура, просто голова. Да, у нас сейчас нет интернета, чтобы это проверить. Но почему-то нам кажется очень похож. Я очень-очень сильно удивлена, что в таком маленьком городе Гуччи, Эрмес, Картье, вон там, пожалуйста. Просто я думала, в таких маленьких городках ну, нет таких брендов. Ну, для Типа меня нерентабельно. самое смешное, что мы впервые за день услышали русскую речь. А, да. Это было возле магазина Эрме. И с сумкой Эрме, с пакетом Эрме, да. А, Почему ты не удивился? и вы такие ходим по Ну, это витринам, правда. смотрим. А нам продавцы такие на нас смотрят, что зырите, бомжары. Деньги есть, кэш есть, на такие сумки глазеют. Тут повсюду такие, знаете, прикольные мусорки. Нажимаешь, вот, педаль, и фу, И воняет. пахнет, воняет невкусно, но выкидываешь сюда мусор. Там вот тоже такая, только в другую сторону смотрит. Классно видно, а? Еще солнышко выглянуло, вообще потрясающе. Сашка увидела там... Ещё куча пакетов. А! И везде куча собачьих пакетов. Знаете, у нас обычно вот в Лоде тоже вешают, но только на такой приватной территории, то есть вот возле дома. А чтобы вот так... Ну, это в Лоде, я не знаю, как в других частях Польши. А тут прям постоянно видим. И главное, всегда заполнено. То есть, видите? И вот Сашка говорит, идем к лондонской будке сходим. Позвоним королеве. Всем приветики! Мы в Милане. Второй раз в жизни. Один раз уже очень давно, я не знаю, наверное, лет 7 назад. Да, Мы да. еще тогда в Беларуси жили. И мы была зима, но было еще теплее, по моим воспоминаниям. Ты как вспоминаешь, теплее было? Мне кажется, теплее. Так же, ну, Может, так же, хотя да? это был декабрь, а сейчас Ну реально почти как май. будто было теплее. Я, три слоя у меня одежды. Ну неважно, главное есть солнышко. Вот мы сюда на несколько часов поесть приехали. Ну, мы тут, у нас есть 2 часа перед забронированным заведением. Мы здесь хотим сходить в суши-бар, безлимитный суши-бар. Вот, наверное, вот так будет правильно. Безлимитный суши-бар. И у нас есть еще 2 часа перед заведением. Ну и мы решили посетить некоторые места, которые мы уже когда-то посещали. Но вот это конкретное место мы как раз-таки в первой поездке были в этом кладбище. Но мы тогда дошли пешком, и пока мы дошли, уже темнело. И мы смотрели, а там не было фонарей, и мы смотрели уже все в теме, так, знаете, не особо помнится, но такие воспоминания, что нужно еще раз сходить и посетить. Собственно говоря, мы вот сейчас приехали при прекрасном солнышке, будем сейчас наблюдать за этим кладбищем. Ну, там очень красиво, я сейчас поснимаю. Выглядит внутри так.
Но это вообще, уже очень красиво. По моим воспоминаниям все точно так же, только в темноте это было. Вот на входе одна из таких гробниц. Ну, это же произведение искусства. Я не знаю, тут Тутанхамона похоронили. Какая величина тут должна лежать. И тут много таких гробниц. Буду периодически включаться и вам показывать. Есть вот такие. Ну, как бы это уже роскошно выглядит, да, Сашка? Но когда вот такие вот целые виллы, как будто, если так можно сказать. Ну, это все семейные. Семейные? Ну да, Бонелли, Гиларди. Кто будет в Милане, если вы не посещали это место, мы очень советуем. Здесь прям классно. И только не в темноте приходите. Во-первых, жутко, тут нет фонарей. А во-вторых, ничего так не рассмотрите. А это... Ну, это реально, как Саша говорит, отдельный маленький костел. Но мы уже будем отсюда выходить. Ну, я вообще не знаю, мне кажется, тут художники работали над каждой могилой. Ой, так солнышко засвечивает. Ну, сами понимаете, ну, роскошно. И по-быстрому посетили еще одно местечко. Такой замок. Кастелло Сфорцеско. Вот, я сказал. Идем внутрь посмотреть. Здесь, пожалуйста, такой большой, красивенький фонтан, который работает в холод. А внутри этого замка много туристов, ясные дела. Ну и так красиво. На Мирский замок не похож, хотя примерно идея такая же, как и у Мирского замка. Скажи, ты был в Мирском замке? Да. Просто немножко шире, больше. Мне даже кажется, вот там очень похожая вот такая стена с таким переходом есть. И еще одна локация, конечно же, дома. Рядом галерея с брендами такими, как Louis Vuitton, Gucci, Prada, ну и всякое такое и так далее. Куча голубей, куча туристов. Ну хорошо, погода уже согревается. Тут удобно, что есть метро. Вон метро. Куча красивых людей, которые фоткаются, видео снимают. Ну и наконец-то мы пришли туда, куда так долго ждали. Пришли безлимитно есть суши. 16 евро на одного человека. И ешь сколько хочешь. Еще в таком красивом месте. Мы взяли себе водичку. И получается, что тут так чуть-чуть необычно. Ты приходишь, и на листике у тебя есть ручка, и на листике отмечаешь, открываешь меню, вот тут сканируешь, открываешь меню и записываешь номер, ну, позицию и сколько тебе нужно порций. Записываешь, тут отмечаешь. Мы вот пришли по Пранцо, это как раз вот ешь сколько хочешь. 2 персоны, написали номер своего столика, отметили, сколько нам там надо всего, и вот они принесут. Классно. Ребят, я уже так жду. Итак, первое, что нам принесли, это тартар из лосося. 2 штучки мы заказали. Пока что у нас там столько позиций. Мы даже не успели заснять. Мы запомнили от щель до щель. Больше 10, наверное, даже в одном ряду. Тут еще в темпоре креветка и такие креветки. На этом же говорит все. Еще нам принесли вот такие суши с тунцом. Это с лососем, авокадо и вот такие огромные креветки. Нам еще принесли вот такие сушки. Я уже их попробовала. Не знаю, как-то среднее. Из-за темпора, наверное. Так, еще нам пришли просто с креветкой и сыром, может. Я уже не помню, мы все подряд заказывали. И это спайси. Ну, просто спайси. Просто сальмон и авокадо. Ну, честно, сложно уже есть. А, он такой красивый. Тут очень вкусный лосось, очень вкусная рыба. Вообще потрясающая в свежести. И последняя тарелка. Я надеюсь, ну вроде последняя. Нам уже 4 раза подошли, намекнули финиш. Это так смешно, ребят. Вы уже финиш? Вы уже финиш? Мы говорим, нет, мы еще ждем на сейчас. Не, ну раз, это же самое сердце. Ну да, это смешно было. Мы
Вероне. После дороги, после объедания. Угу. 2 часа мы ехали на поезде, объедались мы тоже 2 часа. Господи, ребят, это было худшее вообще, что мы придумали для себя. Это вот надо было объезд, вот эту инклюзив всего, объезд со всей этой едой. Нам потом было так плохо. Мы же как жадные, понимаете? Мы подумали, мы сейчас все, что можно. Все интересно, Да. по факту в этом интересном куча темпуры невкусной оказалось. Угу. То есть там 50 на 50, 50% было вкусное, там, где не было темпуры, а там, где... еще вот креветки были не очень вкусные, они, я не знаю, со вкусом яйца какого-то. Ну, просто я думаю, что они обмакивали в яйцо, не знаю зачем. Я хотела креветки такие, знаете, думала, что они будут такие вкусные, свежие, но они, видимо, были очень перемороженные или замороженные, ну, не знаю. Но вкус креветки не было. Вот это мне не понравилось. Сашке не понравилась темпура, мне тоже темпура не понравилась. Что тебе еще, Сашка? Ну, рис нормальный, Рис рыба вкусный. хорошая. Рыба очень хорошая, да. Но, во-первых, Темпуре было больше всего. Они, наверное, специально так делают, чтобы люди наедались. Темпуре. да, это мы еще не заказывали там всякие такие основные блюда, типа булочки, Мгм. рис жареный. Гёдзе. Там не было. Ну, короче, мы прошлись именно суши-роллы, сашими. Мгм. Даже так наелись не очень приятного. И чтобы вы понимали, насколько мы сумасшедшие, чумачечи, мы еще думали тут, в этом городе, вечером съесть пиццу. Но мы отказались от идеи, мы ехали и поняли, что нет. Максимум, что даже если мы проголодаемся, максимум, на что мы способны, это какую-нибудь помидорку сожрункать. Ну, не больше. Ладно, мы заселились. Хотим... Кстати, отель 4 звезды. Первый наш отель после Турции, где они A&O, B&B, такие, знаете, которые... 3 звезды, которые очень сетевые. простые. Да, сетевые, но они классные. Тем более они стали стоить, вот эти отели, столько же, сколько ночь в Airbnb, даже в одной комнате. Я вообще офигела. Что это за цены стали делать? Ну, Airbnb платить 60-70 Ну. евро, как-то за комнату. Ладно бы за Плюс они целую еще за квартиру. уборку берут, как за весь дом 9-этажный. То есть эти 20 евро за уборку. Ты там поспал, Сашка, поспал там 2 ночи в этой комнате дряхлой. Они еще 20 евро берут за уборку одной комнаты. Ладно, все. Не будем возмущаться. Покажем апартаменты наши. И вот мы входим. Буду снимать на 0,5, чтобы больше вошло. Тут вешалка. Там мы расставили уже наши кроссовки. Очень теплый пол. Это 100% паркетная доска. Прям вот ощущается клево. Потом у нас такая ванная зеленая. Первая, вот сразу видно 4-звездочный отель. Лосьон, перевернуть забыли. Лосьон для рук и тела. Даже фен есть. В B&B не было фена. Ну и как обычно, все. Мыло для всего. Для лица, для попы, для тела, для волос. Все как обычно. Еще мне понравилось, что тут есть одноразовые салфетки. Воды нам так хотелось после суши пить. Ой, очень сильно. Тут есть ванная. Нам дали соль для ванны. И душ обычный. Полотенце. Как всегда в Италии биде, туалет. И заходим в нашу классную комнату. Мне так понравилась эта кровать. Но она гигантская, тут точно king size. Я именно так представляю king size, Сашка. Но она реально большая. На ширину больше, чем в длину. Опять Саши ноги будут висеть. На нашей кровати, где мы спим в Лоде, живем, там у Саши свисают ноги. Ну, так он уже, наверное, привык. А тут еще такой пуфик есть прикроватный. Ну, самая, мне кажется, изюминка этой комнаты — это вот большая кровать. И плюс у нас еще вид прямо на улицу. Я считаю, что это лухари вид. А другого вида и нету. Другой вид на двор. А, еще у нас тут есть завтраки. Да. А сколько в сутки? 80. 8. И это уже с налогом. Нет. А, Ещё еще будет при налог. выселении налог. Ну, налог этот почти везде в Италии платить. Я, конечно, надеялась, что здесь будет чайник. Тут еще вот такое местечко.
Но чайника нет. К сожалению, зато есть холодильник. Есть спальня. В холодильнике есть вода. Я так обрадовалась и думала, можно выпить. Ну, вода-то должна быть бесплатно. Даже ни кол, ни спрайт, ни пепси. Короче, 2 евро, ребят, представляете? Тут, я не знаю, Lidl в 3 шагах. Там 100% стоит дешевле вода. Но вода из-под крана самая вкусная. Знаете, где невкусная вода из-под крана? В Италии, в Местре и в Венеции. Согласен? Это просто... Ну, не знаю. Извините за выражение, блевотина, не вода. Это вообще Венеции, невкусно. ну, мы набирали только из фонтанчиков. Так с фонтанчика нормально, с-под крана. Мы в самой Хотя Венеции нет. не жили. Хотя нет, мы набирали в Местре с фонтанчика. Тоже было невкусно. Это был ужас. Как какашечная вода, она была самая противная, отвратительная. Не знаю, как в Индии, наверное. У нас в этом отеле завтрак, куда мы заселились. Я наконец-то попью чай с лимончиком, зеленый. Ну, короче, как всегда, набрали такой хороший завтрак. Посмотрите, вот это вот все. Можно есть тут и бекон, там и макароны, и грибы. Где-то у меня здесь, кстати, были грибы, вот тут еще грибы. Такие красивые булочки, хлеб поджаренный. И там любые виды соков свежевыжатых, нормально. Сашка кофе еще взял себе. Ну, тут завтраки очень сытные. Гуляем по Вероне и наслаждаемся красотой. Спасибо погоде, нет дождя. И сейчас нас встречает такая крепость-мост. Сейчас тоже туда пойдем. Как раз я вижу, что можно там ходить. Ну и, конечно, вот эта горная река, она тоже класс. Солнышко светит, там такие еще деревья красивые на той стороне. То мы сейчас забрались по такой лестнице, чтобы увидеть вот такую красоту. Но вот этого я вообще не ожидала, что тут будет тоже гора, а на горе будет город. Немножко мне напоминает Бергамо. Там даже вот видно фуникулер есть. У нас проездной не работает, кстати, в этом городе. Но, в принципе, тут можно и пешком. Мы стараемся пешком ходить. Из-за того, что не работает у нас тут проездной. А тут все Ну и тут очень... пешей доступность. В 40 минут, 50, там, не знаю. И везде можно дойти. Классно, конечно. Очень вообще. И вот эта река, она так добавляет. Столько мостов, много. Красивый город. И наконец-то дошли до центра города. Что-то Сашка цыкнул, сейчас узнаем, что случилось. Вот казалось бы, что еще, кроме балконов, видов, сверху можно посмотреть в этом городе, да? А тут, оказывается, мы еще такие думаем, какой-то недооцененный город. Ну, это мы Заходим, думали на окраине. Ну, на окраине. А заходим в центр города, ну, старый город, и понимаем, что он даже переоценен. Это еще не лето, и даже не Рим, и не Венеция. Но очень тут красиво. И не выходной день, да. Людей очень много. Ну, вид красивый. Вообще Колизей, такой арена. Ну, классно. Мы балкон не посмотрели, потому что, оказывается, он внутри здания. Нужно еще ждать такую очередь. Надо было еще онлайн записываться. Ну, Ну не, вот, не а ты же смотрел, не обязательно? Не, можно онлайн, но уже нету билетов. Ну, не важно, ну там А была стоять в очередь очередь, еще ну, такая. еще да. билет ради там Но. квадратный метр. А мы видеть. посмотрели онлайн, как это выглядит. Так я знал, что он выглядит ни Но. о чем. Ну, Вообще. просто вот распиаренное место бесполезное. Тем более это же выдуманный персонаж, это же не по-настоящему. Ну ладно, не важно. Но город красивый. Пришли здесь заведение, где есть свежие макароны. Вот только-только их сделали. Так вот они выглядят. И будем есть. Думаю, это очень вкусно. Прям свежая паста. Я еще никогда не ела. Так, наконец-то мы собрали. У меня карбонара и такие обычные... Бигали. Ну, бигали, да. Обычный макарон. А у Сашки... Тольятеле и соус карадо. Соус карадо. И... Ну, эти макароны напоминают ленточки. Давайте быстрее есть. Вид, думали, красивый. Но на какой-то вокзал. Это не креветки, это фара. Это фара Мамара. О, класс. А это с креветками. Ну, это большие. Класс. Офигеть.